Ник Трейси. Басанам 2. Часть 3. Я просидел на скамейке, поджав колени к груди несколько часов подряд. Очевидно, что мумия намекала на некие ответы в колодце. У меня остается 3 выхода. Разбить голову, пытаясь спуститься к лодке — это первый. Продолжать каждый день кататься на трамвае, пока мы тут все не сдохнем от старости или какой-то катастрофы — это второй. Нырнуть в глубину на свой страх и риск, замерзнуть в глубине секунд через 10-15 — это третий. В конце концов, я выбрал последний вариант. Разделся, чтобы не мочить единственную одежду, сел голым на пыльные доски, свесил ноги в ледяную воду, посмотрел на звезды в брешах соломенной крыши и, попросив помощи сам не знаю у кого, сделал глубокий вдох, а после бухнулся прямым солдатиком в темную студенную неизвестность. Я погружался с открытыми глазами так стремительно, словно к ногам привязали камни. В уме считал, чтобы прикинуть расстояние. 1 секунда примерно 2-3 метра. Досчитал до 5 и увидел в каменной стене колодца квадратный тоннель, в конце которого угадывалось желтоватое свечение. Я моментально ухватился за нижний край каменной подводной норы и без лишних раздумий устремился к чудесному мерцанию. Я понимал, что воздуха на обратный путь может не хватить, но дело сделано. Назад не повернешь. Тоннель был квадратным и настолько узким, что мне едва удалось двигать руками, чтобы отталкиваться от боковых стенок. К счастью, еще через 3 секунды, я продолжал считать, свечение заполыхало ярче. Еще пару толчков, и я увидел конец каменного прохода и почти сразу всплыл в скальном гроте размерами чуть больше моей хижины. Я забрался на небольшую ровную площадку. Острые камни свисали с потолка и не давали выпрямиться в полный рост. На мокром камне каменного пола лежали 2 вытянутые лампы, похожие на палки. Химические лампы, вспыхнуло в голове. Они светятся из-за газа внутри. Этот прорыв в памяти здорово поднял настроение. Я даже забыл, что едва не околел до смерти, и мне по-прежнему чертовски холодно. Зубы стучали, но я улыбался. Я радовался таким мелочам, как ребенок, который находит потерянные игрушки. Кстати, об игрушках. Здесь же между лампами я нашел синего медвежонка из махрового материала, моток веревки, а рядом с ними диковинный музыкальный инструмент. Он был вытянутым и тонким, как бамбуковый обрубок, а с одного конца превращался в воронку. На боку размещались 3 красных кнопки. Словно первобытная обезьяна и такой же голый, я с интересом покрутил эту штуку, принюхиваясь к каждому концу, понажимал на кнопки, затем подул с узкого конца. Раздался интересный резкий звук. Дудочка снова полыхнула в голове. Ими играют пастухи, когда хотят себя развлечь. Однако после дудочки и ее чудесного звучания все мое внимание приковалось к небольшому черному кубу с прорезями по всем граням, из которых шел пар. Эта штука находилась далеко позади других игрушек. Кто-то запихал ее под каменный альков в глубине тесной пещерки. Я сел на колени, подполз и достал дымящий предмет из каменной ниши. Пар изнутри согревал. Куб был теплым, но не горячим. Я прижал его к груди и несколько минут просто блаженно грелся, окутываемый теплыми испарениями, пока не заметил, что в нише осталось еще кое-что. Бурый обрывок сморщенной бумаги. Я жадно бросился к нему. Сердце бешено заколотилось, когда я дрожащими пальцами развернул сложенный в 4 лист с рваными краями. Передо мной была карта. Точнее, вырванный кусок карты. Вверху я прочел: Басанам 2. План-схема сегмента 12. На когда-то отсыревшем, а теперь сухом фрагменте карты совершенно очевидно угадывалась наша скала. Точнее, тот ее участок, на котором жил я с угрюмыми недружелюбными соседями. На плане схемы изображался профильный срез отрезка скального плато, который теперь, я в этом не сомневался, был частью чего-то большего. Вероятно, частью некой протяженной инфраструктуры. На срезе сегмента 12 я быстро нашел домики. Свой, урода, мумии и красный прямоугольник с векторной стрелкой, обозначающей трамвай. Хижину урода я узнал по черточкам, которые рядом символично отображали дерево. Под моей хижиной вниз уходила вертикальная шахта колодца с горизонтальным ответвлением в тупиковый грот, помеченный синим рукотворным крестиком. Колодец продолжался ниже уровня океана. Синяя горизонтальная пунктирная линия сквозь весь рисунок ответвлялся в еще несколько гротов и, что странно, не имел обозначенного дна. Один из подземных проходов соединялся с колодцем в хижине урода. Других шахт колодцев в секторе 12 не просматривалось.
Выходит, мы с уродом единственные счастливчики с доступом к питьевой воде. Я перевернул карту обратной стороной, надеясь найти другие ответы. Что такое Басанам-2? Куда должен был ехать этот трамвай по оборванным рельсам? Здесь я снова уткнулся в тупик, но то, что уже было в руках, вызвало бурю адреналиновых переживаний. Я даже забыл, что мне снова холодно. Закрыл глаза, заставил себя думать. Возможно, Басанам-2 — это какое-то поселение, а сектор 12 — скальный перешеек, соединявший соседние острова или материки. В голове мелькали неизвестные картинки. Я увидел пальмы, пляж, прибой, солнечный день, яхты, деревянную пристань, пингвинов, голубое небо. Господи, что это? Что за чудесные видения хранятся в моей голове? Неужели за этим мрачным миром вечно темного неба с всходящей и заходящей луной могут существовать такие прекрасные места? Но образы стремительно ускользали, не позволяя ухватиться за ниточку, которая привела бы меня к полной самоидентификации. От прилива эмоций закружилась голова. Я отложил карту, чтобы еще раз осмотреть синего медведя. Мохнатый зверь озадачивал. Память подсказывала категорию «игрушка», но я не был уверен. Какой больной на голову может играть со столь странной, хотя действительно приятной на ощупь, тряпичной фигуркой, которая явно имитирует опасного хищника, пусть и лишённого всякой агрессии? Кто-то сделал медведя милым, чтобы он вызывал положительные эмоции, рассуждал я, переворачивая игрушку вверх ногами, принюхиваясь к ушам, трогая пуговичные глаза и пожимая поочередно каждую из 4 лап. Вероятно, эта игрушка как-то связана с удовлетворением сексуальных извращений у женщин, подумал я, и сразу вспомнил о сумасшедшей стерве. Моя память, а вместе с ней мозги работали странным образом, поэтому я допускал, что могу ошибаться. Но что, если эта игрушка действительно принадлежала нашей вагоновожатой? Я вернулся к парному кубу. Он был сделан из легкого сплава и весил, вероятно, не больше 4 килограмм. И внутри явно находился источник энергии, который вырабатывал тепло. Дудочка, веревка, карта. Найденные артефакты все больше склоняли к мнению, что вещи спрятаны здесь не случайно. Возможно, это сделал я сам или та умирающая мумия из 3-го домика. В загадочных вещах интуитивно ощущался путь к полному прорыву памяти, к тому, что здесь произошло, к ответу на вопрос, почему мир — это скала с трамваем, летающими деревьями и нами 4, и с бесконечным океаном вокруг, напомнил я себе, и с лодкой с надписью «Басанам-2». «Думай», — приказал я себе, — «думай». Я закрыл глаза и промотал в памяти события последних 25 дней. Трамвай, остановки, урод, лодка, мумия, скала, сумасшедшая стерва, деревья, океан, справочник. Медицинский справочник с обведенной заметкой о синдроме фуги. Вот оно. Теперь я не сомневался, что этим загадочным доброжелателем был я сам. Это я обвел текст, зная, что лишусь памяти и начну сходить с ума. Это я спрятал карту и странные игрушки в скальный грот. Я не оставил записки с более подробным разъяснением просто потому, что у меня не было времени. Все, что я успел, это обвести нужные абзацы в толстой книге. Но зачем я спустил все вещи в грот, а не оставил в домике? Чтобы уберечь. От чего? Если я прав, то сумасшедшая стерва, урод и мумия — не случайные персонажи моего кошмара. Мы все как-то связаны. Я использую игрушки, чтобы попытаться вернуть память своим соседям, и, возможно, вместе мы вспомним больше, чем по отдельности. Я собрался было уже плыть обратно в туннель вместе с пышущим паром кубом, но сразу понял, что пойду с ним на дно. Веревка. Черт, я или кто-то все предусмотрел. С улыбкой на лице я продел веревку через ближайшие щели, завязал узел покрепче, обвязал петлю вокруг медвежьей лапы, взял дудочку в руку, зажал сложенную карту в зубах и с другим концом отправился на поверхность. В хижине, стуча зубами от сквозняка, я заботливо упрятал сырую карту под толстый справочник, а после быстро вытянул куб с мокрым медведем на пол. Затем надел сухую одежду и потом долго грелся, забившись под стол в обнимку с добытым источником тепла. На левом краю неба всходила луна. В мире скалы наступали 27-е сутки. Я удивленно открыл глаза. Видимо, мне впервые за все время удалось по-настоящему поспать.
Возможно, всего пару часов, но этот сон наполнил меня удивительной силой. Казалось, я родился заново и теперь радовался всему, что видел. Убогому деревянному столу, толстой медицинской книге, грязному дребезжащему стеклу, худой соломенной крыше, грубо сколоченной лавке, синему медведю, дудке. Только сейчас до меня дошло, что в хибарке теплее, чем обычно. Я все еще обнимал куб с паром, и теперь он попыхивал теплом намного бодрее, чем в пещере, хотя от испарений на стенах, на окне и двери вовсю стекал конденсат. Блаженная улыбка новорожденного сияла на моих губах крайне короткое время. Сладкий поцелуй сна стремительно таял в отдохнувшем теле. Колючая реальность хищно проросла вокруг невыносимой явью. В мире скалы нечто изменилось. Усилился ветер. Снаружи раздавался ужасный треск, похожий на артиллерийские взрывы. Я бросился к окошку и увидел, что количество летящих деревьев увеличилось на 20-30%. Некоторые из них врезались в бок скалы и с разбитыми камнями падали вниз. Каким-то чудом мой дом еще не испытал рокового столкновения. Спасало то, что большинство снарядов пролетало все же выше крыши. Из окна же я заметил, что океан внизу не на шутку взбунтовался. Волны вздыбились на высоту пятиэтажного дома, в памяти вспыхнула мимолетная картина какого-то городка, а уровень воды значительно поднялся. Я не без оснований подозревал, что скоро эту чудесную, как относительно блага, пусть и жуткую скалу может скрыть с головой. И тогда нам точно всем кранты. Никакая шлюпка не продержится при таких волнах и пару минут. Да, скорее всего, и нет уже никакой шлюпки. Ее давно должно было разбить в щепки. Я понял, что медлить нельзя. Наполнил бутылку водой, привычно засунул их в штанины в качестве балласта, запихал в правый карман дудку, обмотался вокруг плечи веревкой, обнял куб с паром, зажал синего медведя под мышкой и выбежал в бурю. Желтый фонарь в ночи бил прямо в глаза. Истошно запищало ржавое железо, застонали рельсы, заскрипели старые механизмы. Вагон с грохотом покатился навстречу. Я вовремя отскочил с пути, трамвай остановился, двери открылись. С нетерпением я ворвался в салон. Весь взволнованный, на диком адреналине, бросил теплый куб на ближайшее сиденье и, забыв об оружии сумасшедшей стервы, забарабанил кулаками по пластиковому стеклу кабины. Блондинка оглянулась на меня в полоборота. Волчьи глаза пронзали ненавистью. Плевать, хочет убить, пусть убивает. Нам и без нее скоро конец. Вагоновожатая встала, ее рука предупредительно коснулась коричневой рукоятки револьвера в кобуре. Она сдвинула скользящую дверцу в сторону, я отступил на пару шагов и выставил перед собой синего и все еще сырого медведя. Игрушку. «Послушай», — начал я быстро тараторить, потому что от этого зависела моя жизнь. «Я точно знаю, что эта странная штука принадлежит тебе. Какая-то игрушка, я полагаю, для... Ну, ты понимаешь, чтобы ты удовлетворяла свои сексуальные потребности. Ведь ты же не робот, нет? Я знаю, что не робот. Ты должна вспомнить. Вспомни, как играла с ней, и кто ты на самом деле, и что мы тут делаем». В конце я уже откровенно кричал, ибо по ее реакции видел, что мой метод работал. Каменное красивое лицо треснуло. Ну или мне так показалось. Взгляд вагоновожатой пугающе растаял. Если это робот, то весьма качественная версия. Блондинка отвела пальцы от рукоятки. «Пруденс», — произнесла она с увлажненными глазами и взглянула на меня по-новому. Так, словно знала 1000 лет. Пруденс. Новое имя обрушилось на меня громадной волной убийцей. Медведь не для секса. Он принадлежит девочке. Я уронил игрушку на пол, и рука машинально полезла в карман за дудочкой, которая на деле была мобильным устройством хранения медиафайлов. Я поднес дудочку к губам, пальцы легли на красные кнопки и нажали их в нужной последовательности. 1, 3, 1, 2, 1. А потом я дунул в устройство. Из воронкообразного конца вылетел голубой мерцающий сгусток заархивированного файла. В одно мгновение он раздулся до объемного голографического изображения, занявшего практически все пространство между мной и сумасшедшей стервой, которую, как я теперь знал, звали Эммой. И стервой она была не всегда, а лишь когда сильно злилась, и если ее будили слишком рано, до порции кофе.